Перед началом ролика я хочу, чтобы вы подписались на мой канал. И побыстрее, иначе автоботы захватят мой канал. Аниме начинается с красивой призрачной девушки, парящей над горячими источниками. Главный герой по имени Кагараши Фуюзона пытается поймать его за руку, но она отталкивает его, очень грустно поднимаясь, и когда она исчезает вдали от него. Прота увидел множество воспоминаний и моментов из прошлого. Потом нам показывают, как Прота начал свою новую жизнь в том городе под названием Юкимури. По прибытии туда он встречает двух стариков, которых беспокоит призрак низкого ранга, поэтому одним ударом кулака он отправляет его улетать прочь, а затем спрашивает старейшин, что случилось. Старейшины, где находится гостиница Юраги. Это место станет ее новым домом, так как арендная плата очень низкая, и она может купаться в горячих источниках, когда захочет. Однако старейшины пытаются предупредить его, что в этом месте обитают привидения, но поскольку Прота экстрасенс, у него нет проблем с этим. Он уже знает историю о том, что это место было обычной гостиницей, пока они не нашли тело студентки в туалетах под открытым небом. И, как говорят, ее призрак продолжает бродить там, но он планирует заставить ее убежать от хорошего удара, если это необходимо. Когда Прота прибывает туда, он видит, что это место довольно темное и немного пустое, поэтому он решает немедленно пойти принять ванну. Вскоре после того, как он вошел в воду, он замечает постороннее присутствие и готовится встретиться с призраком. Но когда он поворачивается, он видит красивую беловолосую девушку, совершенно незнакомую ему. Голая в воде, и вы оба боитесь друг друга. В какой-то момент она спрашивает его, может ли он ее увидеть, и он пытается это скрыть, но девушка, заметив это, бросает в него деревянные ведра. Прота теряет сознание, размышляя, как бороться с этим духом, поскольку он не хочет бить женщин. Когда он просыпается, он оказывается в ногах девушки по имени Накаи, которая является владельцем гостиницы и явно ждала его. Тут же прибывает взрослая женщина с огромными качествами по имени Нонка и предлагает ему выпить, чтобы отпраздновать прибытие нового жителя. Но Накаи напоминает ему, что Прота – это женщина с большими качествами. Несовершеннолетняя не может употреблять алкоголь. За ней появляется Сагири, которая агрессивно выходит на сцену и бросает в Прота своего рода лезвие, которое ранит его в щеку в знак предупреждения о том, что он должен вести себя в этой гостинице. А потом из-под одеял, которыми был укрыт Прота, появляется бабушка по имени Яя, которая носит одежду, похожую на кошачью. Именно тогда Прота понимает, что остановился в очень странном месте, хотя он уже знал, что там живут эксцентричные люди. Через некоторое время девушки спрашивают его, в какой комнате он остановился, и когда он отвечает, что остановится в номере 4, он отвечает: «Я не знаю, где он живет». Все выходят из комнаты и желают ему удачи или говорят, что было приятно с ним познакомиться. Это потому, что в Японии число 4 ассоциируется со смертью, потому что оно произносится почти так же, как это слово. Так что вы думаете, что Проте очень не повезло, что ему пришлось остаться в этой комнате. Тогда Прота решает пойти в свою комнату, и когда он оставляет свои вещи, он обнаруживает, что его задница плавает по стене. Девушка раньше пыталась спрятаться, чтобы не напугать его, но ему удается схватить ее и силой оттащить от стены, поэтому она решает начать сначала 0. И она представляется как Юнай Уна-Ана, призрак, который был в той гостинице и который явно привязан к этому номеру 4. Прота отвечает, что она похожа на девушку в обычном японском платье, и это очень успокаивает Аюну, так как, по его словам, остальные люди обычно видят в ней что-то парное и приходят в ужас, но это также заставляет его устыдиться, поскольку он понимает, что до того, как он это сделал, он был одет в обычное японское платье. Прота видел ее обнаженной в горячих источниках. Он внимательно слушал, что она рассказывает Юне, задаваясь вопросом, что она может сделать сейчас, чтобы справиться с ней, поскольку она всегда изгоняет призраков ударом, и не знает более сложных и мирных методов, чтобы изгнать их из такого места. К тому же он думает, что она очень милая и не похожа на злого духа, что еще больше усложняет ему принятие какого-либо решения. Я провожу время у Юны в комнате 2 кровати, чтобы он мог спать, так как она там живет. Это означает, что с этого момента они с Протой будут жить в одной комнате и научатся жить вместе. Позже той же ночью Джуна спрашивает Прота, спит ли он уже, и поскольку он все еще бодрствует, она спрашивает его, почему он в этой гостинице. Именно тогда Прота объясняет ей, что он всегда был легкой мишенью для духов, и они постоянно владели им. Это причиняло боль всем вокруг, и они всегда смотрели на него злыми глазами. Однажды им даже владел торговец и покончил с собой, оставив его с кучей долгов и без дома. После этого он стал учеником медиума, чтобы он мог сражаться с духами, которые пытались причинить ему вред.
И между одним и другим появилась та гостиница, о которой было известно, что в ней обитают привидения. После этого Прота спрашивает ее, в чем ее печаль, что удерживает ее в этом месте, но в этот момент с крыши падает мышь, и это очень пугает Юну, из-за чего она теряет сознание. Они проявляют свои настоящие силы. Все начинает парить в воздухе, в том числе и Прота, и она объясняет, что когда появляются ее способности, в этой комнате многое происходит. Ей удается успокоиться, и все это падает на пол, но это только усугубляет ситуацию, поскольку Прота падает на нее, и она падает на пол. Этим движением она расстегивает платье, так что он видит ее практически голой лицом к лицу. И правда в том, что мы не собираемся жаловаться, потому что он выглядит очень богатым. Это снова расстраивает Юну, и ее силы заставляют Прота сорваться с места и упасть в реку, протекающую вокруг гостиницы. Пока это происходит, мы видим человека в плаще, который осматривает это место со странной тростью в руке. На следующий день мы видим, что Прота устроился на работу в городе и с радостью возвращается в гостиницу, когда начинает ощущать очень странное присутствие. С другой стороны, Юна выглядывает на балкон комнаты и слышит, как за ней открывается дверь. Взволнованный, думая, что это Прота, поворачивается, чтобы поприветствовать его, но вместо этого встречает резинового монаха из клана Вудон. Этого человека зовут Сёкон, и он, используя свои способности медиума, пытается совершить насильственное восхождение, явно имея в виду призрачную Юну, чтобы вытащить ее оттуда. Прота прибывает в гостиницу, но останавливается у двери комнаты, увидев, что происходит. Юна сопротивляется монаху и со всей болью, которую она испытывает в этот момент, говорит ему о том, что ей еще многое предстоит сделать и увидеть в этом мире, и что он не хочет уходить, потому что у него появился новый друг, и он хочет узнать его поближе. Это автоматически заставляет Прота среагировать, который выбегает и хватает энергетические лучи, исходящие из посоха монаха, разрушая его технику. Это злит человека и обвиняет его в том, что он связался с мертвецом. Но Прота сопротивляется и говорит, что это его решение, кого он хочет ударить, вот так, который заряжает свой кулак энергией и одним ударом валит монаха на пол. Юна рада, что наконец-то кто-то заботится о ней, и Прота говорит ей, что с этого момента он сделает ее счастливой и поможет ей подняться. Но только тогда, когда она будет готова и сможет оставить свои сожаления позади. Несколько секунд спустя монах издает странный шум, как будто собирается подняться с земли, и Прота автоматически пытается защитить Юну. Но ему не повезло, что, пытаясь защитить ее своей рукой, он в конечном итоге касается ее груди, и силы этой активируются. Вот так Прота снова взлетает в воздух и падает в горячие источники, где купались другие девушки. Тут же Юна спускается вниз, чтобы объяснить им, что это было недоразумение. Но когда они узнают, что призрак коснулся груди, они бьют его сильнее. Потому что буквально понимают, что это может произойти. Быть извращенцем. Несмотря на все это, Юна рада, что Прота с ней, и ее еще не заставили уехать оттуда. На следующее утро Прота буквально просыпается на небесах, потому что Юна использовала свои силы во сне и подняла его. Он пытается предупредить ее, что он плывет, но она все еще спит и внезапно снова бросает Прота в горячие источники. Когда ему удается выбраться оттуда, Юна следует за ним, извиняясь, а затем они воссоединяются с другими девушками в гостинице. Там Прота говорит ему, что ему кажется странным, что они могут видеть Юну и тоже живут с ней, поэтому он спрашивает их, не являются ли они тоже духами. Чтобы доказать, что это не так, Ханко показывает ему свои ноги, но увидев это, Юна расстраивается и показывает, что у нее тоже есть. Так что женщина хватает Прота и кладет его голову себе между грудей, чтобы он слышал биение ее сердца. Он замечает, что от нее пахнет алкоголем, и отстраняется от нее, спрашивая, не начинает ли она пить так рано, на что Юна отвечает, что редко можно увидеть трезвую. Скоро все поймут, что он все это время уже был под столом в гостиной, и когда он выходит оттуда, под ним происходит что-то очень странное. Внезапно его капюшон спадает, и становится видно, что под ним у него настоящие кошачьи уши, а также он задирает хвост над головой. Одежда. Все это кажется очень странным для Проты, так как все они могут видеть Юну, и теперь они обнаружили, что одна из них буквально похожа на кошку. Поэтому Накаи решает рассказать ему правду о ней, очевидно, из того самого места, где в тот момент что-то слышно снаружи. И когда группа выглядывает, она видит снаружи кучу монахов во главе с человеком, который ранее пытался подняться до поста. Их лидер указывает посохом прямо на гостиницу и заявляет, что его экстрасенсорный радар обнаруживает там кучу монстров. Сначала молодые монахи колеблются, наказывать ли очаровательных девушек, но их лидер явно манипулирует ими и заставляет их поверить, что они смогут сблизиться с ними. И они не хотят, чтобы их преследовали. Делать какие-либо трюки, чтобы тренироваться.
Так что все сразу нападают на гостиницу группы девушек, которые явно выходят защищать ее. Первым бросается это Сахири, которая оказывается ниндзя-охотницей за демонами, и благодаря своим клинкам она производит большой взрыв в этом районе, воткнув их в землю и заставив их взорваться через несколько секунд. Следующим будет Нонка, которая внезапно появляется среди монахов и с огромной силой хватает одного из них за голову. Она демон, который становится сильнее, чем больше алкоголя попадает в ее тело, поэтому ей достаточно схватить одного монаха, чтобы убить сразу нескольких. За ней уже появляется огромный кот, и она разрешает ему поиграть в охоту на монахов. Она девушка, одержимая духом кошачьего бога, и она не любит драться, поэтому предпочитает, чтобы это делали вместо нее. Эта ситуация очень злит лидера монахов, и он клянется, что снова отомстит всем этим монстрам. Но в этот момент Накаи говорит ему, что это неправильно, и встает рядом с этим человеком, чтобы помочь другим. Внезапно из его рук вырывается пучок света, который проникает в тела монахов, и их телефоны автоматически начинают звонить. Каждый получает самую желанную новость, которую они могли ожидать, и они решают прекратить заниматься охотой на демонов. Даже их лидеру звонит его дочь и сообщает, что он собирается стать дедушкой и хочет, чтобы он, пожалуйста, вернулся домой. Так что Прата узнает благодаря Юне, что Накаи божество, которое управляет удачей, кроме того, является самым сильным из них. Они, монахи, уходят благодарные, хотя и несколько смущенные поражением, и таким образом им удается спасти гостиницу на данный момент. Снова на следующий день Прата просыпается в тревоге из-за компании Юны в ее комнате. Она просто снова выбрасывает его из окна в воду, хотя на этот раз Сахири видит его снаружи. Когда они входят в гостиницу, они видят милого зеленого кота, и сразу же Прата подходит, чтобы обнять его и погладить, так как, по его словам, кошки очень помогли ему, когда он жил на улице с вашим теплом и компанией. Но этот кот, оказывается, уже трансформировался, так что он поучит его и возвращается в свою человеческую форму, когда вы уходите от него. Этот контакт очень смутил и разозлил ее, и теперь она снова голая перед ним. В этот момент Сахири входит в гостиницу и, увидев эту ситуацию, наполняется гневом на Прата. Следующее, что мы видим, это то, что кто-то обратился к Накаи с просьбой убрать Прата из гостиницы, поэтому хозяйка решает провести игру в пинг-понг, чтобы избавиться от него. Разрешить этот бой с Эль Протой и уйти, если он проиграет. С одной стороны, они соревнуются в команде с Сахири, я бабушка, а с другой Юна и Эль Прата. Первый бросок делает я бабушка в больших перчатках в форме кошачьих лапок. А что кажется невозможным остановиться, однако Прата наносит ответный удар так сильно, что он проходит через оба и ему удается забить в одно очко. Он объясняет, что ненавидит пинг-понг, но некоторое время назад им владел такой же тренер, и таким образом он выиграл на очень высоком уровне. Чтобы противостоять Сахири, она использует технику создания своих клонов и забивает сразу несколько мячей, что ей удается забить. Перед лицом этого Сахири заявляет ей, что они победят, и она освободит Юну от этого извращенца, но ей не кажется, что он такой. В этот момент он понимает, что может использовать свои силы духа, когда вспоминает неловкие вещи и использует неловкие моменты с бабушкой, чтобы воспользоваться преимуществами Йи и Сахири. Матч подходит к концу, когда Юна понимает, что не может использовать свои силы. Это потому, что она привыкла к смущению, вызванному этими конкретными моментами, и они вот-вот проиграют. Но чтобы спасти своего друга, она показывает ему свое нижнее белье, как раз в тот момент, когда вражеская команда делает подачу, и все летит кувырком. Так что мяч ей падает на ее бабушку, сказал он. И Сахири сходит с трассы, и это приносит победу ей против. Она тут же стыдится того, что показала ему свое нижнее белье, и из-за этого все вылетают из гостиницы. Таким образом, Сахири в конечном итоге принимает поражение и говорит Проте, что больше не будет пытаться выгнать его оттуда. Хотя она также предупреждает его, что попытка причинить ей боль каким-то образом будет иметь неприятные последствия. Серьезные проблемы. Потом я и она отходят в сторону, чтобы безуспешно попытаться поднять один из тяжелых столов. Эль Прата подходит и бежит им на помощь, спотыкается о мяч и падает на них, приземляясь руками им на грудь, как это сделал бы любой настоящий фанат The Match с серебряной спинкой. Это в конечном итоге злит и смущает их обеих, и они оставляют Прата весь в царапинах и с лезвиями Сахири воткнутыми со всех сторон. Однажды утром Юна просыпается и видит, что Прата нет в ее комнате, поэтому она очень беспокоится за него и даже спускается вниз, чтобы найти его. Пока Накаи не объясняет ей, что он рано встал, потому что у него начались занятия в его новой средней школе. Там мы видим, как Прата знакомится с парнем по имени Сатоша,
а этот говорит о другой однокласснице по имени Миядзаки. Сатоши смотрит в ее сторону и говорит Проте, что ему очень повезло, что он познакомился с такой милашкой, как она, и что, по слухам, ему даже предложили работу в качестве помощника. Модель, но она всегда это отрицает. В этот момент Прота видит, что Юна последовала за ним в класс, и внезапно дух поднимает юбку Мияки, чтобы заглянуть под нее. Прота выбегает, чтобы остановить Юну, но этим он только заставляет всех поверить, что это он поднял юбку. После инцидента с Юной он объясняет Проте, что хотел только увидеть форму, так как она может переодеваться, когда захочет, потому что это часть его плана. Поэтому я хотел также носить школьную форму. Когда она рассказывает ему об этом, Прота спрашивает ее, всегда ли она ходит обнаженной, поскольку одежда является ее частью. Осознав это, Юна внезапно оказывается совершенно без одежды, и от стыда, который она испытывает, все вокруг плывет. Из-за этого урок заканчивается с ног на голову, и учитель злится на учеников, когда заходит на урок. Как только все утихнет, появляется учитель-стажер и говорит, что он новичок в городе и является медиумом. Когда он говорит это, весь класс начинает много смеяться над ним и насмехаться над тем, что произошло, но все же Прота снова извиняется. Пока все продолжают смеяться, мы видим, что Миядзаки со своей стороны с интересом смотрит на Проту и приходит к нему после урока. Таким образом, Юна, Миядзаки и Прота собираются у выхода с одной стороны школьного здания, и ученица подходит очень близко к Проте. Однако это далеко не любовь. Миядзаки рассказывает ему, что в его доме произошли очень странные вещи, и он хочет, чтобы его ученик вернулся домой. Помогите. Она рассказывает ему, что однажды плюшевые игрушки в ее комнате начали разлетаться во все стороны, и это показалось ему совершенно паранормальным. Столкнувшись с этим, Прота спрашивает ее, может ли она пойти к нему домой, и хотя она кажется ему несколько странной, в конечном итоге она принимает его помощь. Когда они прибывают туда, Прота не находит в комнате ничего странного, но начинает бить плюшевых игрушек на тот случай, есть ли внутри какой-нибудь дух. Это очень злит Миядзаки, и она бьет Проту в ответ по лицу за то, что он так обращается со своими дорогими и любимыми плюшевыми игрушками. Не найдя в них ничего необычного, Прота говорит Миядзаки, что, похоже, это печать, позволяющая управлять ими на расстоянии, и просит Юну помочь проанализировать мягкие игрушки на предмет чего-то необычного. Когда он обращается к призраку, Миядзаки спрашивает его, кто он, и Прота объясняет ему, что, как он сказал в классе, его сопровождает призрак девушки. Но это очень хороший человек. Однако в этот момент Юна видит, что у одного из плюшевых игрушек очень странное лицо, и она пугается, поэтому она заставляет все в комнате плавать. И Прота падает на Миядзаки в постели, обнажая его нижнее белье. Вплоть до этой части истории мы можем сказать, что Эль Прота настоящий счастливчик, поскольку до этого момента в истории она касалась многих грудей. И правда в том, что мы все хотели бы быть Эль Прота, но и мы продолжаем аниме. Сразу после этого она выгоняет его из дома и обвиняет его в том, что он извращенец, а не средство массовой информации. Нереальный. Поэтому Прота и Юна решают подождать другого случая, чтобы помочь ей, но кто-то наблюдает за ними, когда они выходят из дома. Той же ночью, когда Миядзаки выходит из душа, в ее комнату входят плюшевые игрушки, которые бросаются на нее и срывают с нее одежду. Внезапно Прота врывается в окно, накрывает Миядзаки курткой и с треском избавляется от плюшевых игрушек. Затем он ловит одного из них, и мы видим, что из него вылетает что-то вроде молнии, и он выходит из дома на другой конец города. Там мы узнаем, что Эль Прота и Юна ждали, пока человек, который контролировал плюшевых игрушек, использовал свои силы, потому что в конце концов у него была возможность убить их. При этом Прота может видеть духовные нити, соединяющие пользователя с его целью, как это сделал монах с Юной. Таким образом, Проте удается найти таинственного человека в капюшоне рядом с Юной и Миядзаки, чтобы четко противостоять ему. Во-первых, таинственный человек бросает в себя волшебный клинок, который внезапно превращается в огромного рогатого монстра, но Прота делает большой прыжок и бьет его по голове. Голова использует свои способности медиума, благодаря чему ей удается уничтожить его одним движением. Это чертовски пугает его противника и раскрывает ему его истинную форму, которая представляет собой маленькую ушастую девочку по кличке Каюзу. Малышка рассказывает ему свою историю, а именно то, что в их клане в возрасте 10 лет дети считались взрослыми, и что они должны уйти из семьи. Деревня, поэтому у нее была миссия превратиться в обычного взрослого человека и остаться незамеченной, но ей это не удалось. Поэтому она жила одна в заброшенном храме.
пока не пересеклась с Миядзаки и не положила волшебные листья на его мягкие игрушки. Она сделала это, потому что хотела выглядеть более взрослой, как она, и в ней было что-то, чего нет у Каюзу — огромные сочные женские груди. Услышав это, Миядзаки очень смутился, но понял, что девочка просто хотела почувствовать себя кем-то старше и решил простить ее. Но это Каюзу интерпретирует как приглашение увидеть ее грудь и расстегнуть куртку девушки, показывая все остальным. После этого инцидента группа решает, что лучше всего отвезти Каюзу в гостиницу вместе с другими девушками, и на следующий день Прота и Юна встречаются с Миядзаки, когда они идут в класс. И она благодарит его за то, что он помог ей с ее проблемой. Потом девушка спрашивает его о кадзюцу, и он рассказывает ей, что она отлично проводит время в гостинице, и что она очень хорошо ладит со всеми остальными. После этого Миядзаки просит Прота сказать девочке, что он скоро к ней придет, и дарит ей пачку вкусного печенья. Когда Юна уходит, говорит Проте, чтобы она вернулась домой, чтобы не доставлять ему хлопот, но он говорит ей не беспокоиться, поскольку благодаря тому, что она вызвала, она смогла подружиться с Миядзаки и с Коюсу. Итак, вы оба идете в школу, с удовольствием поедая печенье Миядзаки. Следующее, что мы видим, это Сахири, сражающийся однажды ночью с духом, который стремится рвать людям волосы. Когда ему удается избавиться от него, он получает передатчик, где слышит в своем ухе сообщение от кого-то из своего клана, который просит его выследить другого демона. На следующий день Прота встречается в школьном коридоре с самим Сахири и его другом Сатоша, который говорит ему, что у него нет другого демона. У нее есть шанс с ней, потому что она ненавидит мужчин и обладает огромной силой, а также является выдающимся учеником практически во всем. Но в этот момент Сахири подходит к Проту и просит его сопроводить его наверх здания. Она предлагает ему поработать на ниндзя и помочь ему выследить демона с помощью своих способностей медиума, но это слишком опасно для Юны. Поэтому остается только Прота и Сахири, когда наступает ночь, чтобы выполнить эту работу. Они встречаются, когда несколько мужчин доставляли девушке неудобства, и она избавляется от одного из них в порядке самообороны. Затем дает Проте сумку и говорит ему использовать это для своей миссии. После этого мы видим изображение парка, наполненного странным дымом, и из него выходит ужасное существо с очень большими зубами, множеством красных глаз и волосатым видом. Когда Прота и Сахири прибывают в парк, объясняет им, что этот монстр нападает только на пары, и что он любит пожирать волокно в одежде. Так вот почему они попросили вас о помощи, так как они должны выглядеть как пара, чтобы принести это. Но что-то не получается, и монстру требуется время, чтобы появиться. Так что Сахири думает, что возможно это ее вина в том, что она недостаточно женственна. Эль Прота предлагает ей ходить, держась за руки, чтобы выглядеть как жених и невеста, и она с большим раздражением и смущением отмахивается от секты. Когда он собирается взять ее за руку, слышится странный шум и его окружает темный туман. Быстро одежда обоих начинает стираться, и Сахири прыгает на ближайший уличный фонарь, чтобы избавиться от тумана и увидеть врага. Прота немного рассеивает густую тьму ударом кулака, заряжаясь духовной энергией, и таким образом ему удается раскрыть монстра. Это гигантский паук, который сразу же пытается выпустить больше тумана изо рта Сахири. Она использует технику ниндзя под названием буря и таким образом расчленяет существо на части, даже если оно взлетает в воздух. Прота подбегает к ней и ловит ее до того, как она упадет на землю, но ей не повезло, что ее одежда почти полностью исчезла, поэтому Сахири бьет его по лицу. Увидите ее в этой ситуации, а затем вы оба вернетесь в свою обычную одежду. Уже находясь вне опасности, Сахири признается ему, что он очень помог, и Эль Прота сожалеет, что его одежда пришла в негодность. Но Сахири говорит, что и это ему совсем не шло, на что он отвечает, что она выглядела очень мило, несмотря на то, что его расстроил ее комплимент. Следующее, что мы видим, это то, что Сахири примеряла перед зеркалом более женственную одежду и боролась с собой, чтобы перестать выглядеть нелепо в такой одежде. В другой раз Яя обнаруживает, что спит на крыше рядом с гигантской белой кошкой по имени Никогами, когда в этот момент Прота зовет ее поесть. Она соскальзывает с крыши и вот-вот упадет, но Никогами спасает ее, и это совершенно шокирует бабушку. Как только все соберутся, девочка объясняет божествам, таким как Никогами, что они заботятся о своем хозяине и дают ему силы. Кроме того, бабушка Яя Никогами обожает ее всем своим сердцем и всегда спит или играет с ней. Затем Накай сообщает всем новость о том, что на следующий день она должна уехать на несколько дней в ежегодную поездку Ассоциации горячих источников. И спрашивает, все ли с ней в порядке, на что Накай отвечает: Яя Никогами любит ее всем сердцем и всегда спит или играет с ней. Пусть Сахири ответит, чтобы она не беспокоилась, так как обязанности по приготовлению пищи и тому подобному
по-равному будут разделены. Ну что же, Накая уходит, и в гостинице быстро начинаются проблемы с едой. Для начала, когда настает очередь Ии, бабушка просто ставит на стол консервы из кошачьих консервов. После этого я никогда не предлагаю ей в качестве еды кучу картошки и пакетиков, в которых нет ничего питательного. За ней Юна пытается что-то приготовить для них, и это выглядит вкусно, но так как она не может заметить вкус еды, если это не подношение для нее. В итоге она смешивает очень плохие ингредиенты, и эта еда казалась такой вкусной, что в итоге получается беспорядок. Затем настала очередь Сахири приготовить для нее что-то отвратительно выглядящее, с приправами ее клана на травах и тому подобное. В последний день на столе появляются такие вкусные блюда, как омлет и жареная рыба, но они получаются очень вкусными. Никто не знает, кем он был, пока Эль-Прата не объяснит, что это был он, поскольку у него был шеф-повар, и его призрак овладел им, когда он умер. Таким образом, все с удовольствием едят то, что приготовил этот человек, особенно сейчас, так как, попробовав рыбу, приходит в изумление. С этого момента Яя начинает молча следовать за бабушкой, повсюду очень привязываясь к ней, как если бы она была его тенью. Она даже следует за ним в ванную и предлагает помыть ему спину, но это удивляет бабушку и заставляет ее опереться на кран, так что все уже кончено, она обливается горячей водой. И ее тело полностью закутано в мокрое полотенце. И здесь все, кто это слушает, могут сказать, что все становится очень хорошо, поэтому, пожалуйста, оставьте свои лайки. Из-за этого он поцарапал лицо Проту, хотя позже извиняется перед ним, пока Юна залечивает его раны. Таким образом, Прота обнаруживает, что и без того вел себя странно, потому что хотел, чтобы я приготовил ему еще жареной рыбы, хотя я ему этого не говорил. Так что позже он спускается на кухню, потом готовит ему большое количество и берет его на крышу. Там он спрашивает, можно ли ему столько, и уточняет, что он не подсолил. На это он уже отвечает, что это вредно для кошек. И вдруг из его тела выходит Никогами, чтобы съесть хороший кусочек жареной рыбы. Ему это нравится, и он так доволен, что балует Прота, и они втроем довольно долго остаются на крыше. С того дня время от времени Яя начинает преследовать бабушку, чтобы попросить у нее рыбы и внимания. После всего, что произошло, Миядзаки однажды спрашивает бабушку в классе, какова Юна, и говорит ей, что хочет узнать ее поближе. Он даже просит разрешения попытаться сфотографировать ее, но Юна объясняет бабушке, что ему не нравится, когда они это делают. В этот момент ему приходит в голову идея, чтобы они общались посредством письма, поскольку Юна может прикасаться к предметам и перемещать их. Таким образом, Юна и Миядзаки начинают постоянно переписываться друг с другом на уроках, явно через тетрадь. В определенный момент Миядзаки спрашивает его, где живет Юна, объясняет ему, что она живет в одной комнате с Эль-Прата в гостинице. Это заставляет Миядзаки испугаться и спросить его, встречаются ли они вместе или что-то в этом роде, но Юна отвечает, что нет. Все это заставляет Миядзаки беспокоиться о духе, поскольку, по словам ее матери, все мужчины – опасные волки. В конце концов, ученица так расстраивается в классе, что учитель в конечном итоге наказывает его за невнимание. Позже Миядзаки заканчивает уборку и делает домашнее задание благодаря Юне, и чтобы поблагодарить ее за помощь, позволяет ей осмотреть свою форму. Что она и хотела сделать с самого начала, чтобы она могла имитировать это. «Оденься и возьми это с собой». Но Юну это немного смущает, и она спрашивает, не неправильно ли, чтобы призрак прикасался к ней, поскольку она не может точно видеть, что он касается. Миядзаки успокаивает ее и позволяет Юне полностью осмотреть ее форму. Потом она снимает с него одежду, чтобы лучше ее рассмотреть. Несмотря на то, что она провела очень неловкое время, Юна благодарит Миядзаки за то, что он позволил ей узнать о ее форме и ее теле. Затем студент спрашивает ее, как она выглядит, и чтобы она могла лучше понять, Юна берет ее за руку и кладет ей на лицо. Таким образом, Миядзаки ласкает тело Юны, хотя она еще не видит его, и по ее чертам он думает, что она должно быть очень милая. Внезапно он слышит голос Прота, зовущий их, и от нервов они в конечном итоге вместе падают на пол. Так что сцена, в которой Прота входит в комнату, довольно компрометирующая, и они обе кричат от стыда. В то время как группа поднимается наверх в школу, и Юна показывает Проте, как он теперь может носить форму, и говорит ему, а пусть ему будет очень хорошо. Хотя я бы предпочел, чтобы он не плавал там, когда на нем это надето. Но Миядзаки все еще не может ее увидеть, поэтому я спрашиваю его, почему он не любит, когда его фотографируют. Юна объясняет, что на фотографиях она выглядит жутко, и все ее боятся, поэтому она предпочитает, чтобы они этого не делали. Однако ее новая подруга говорит ей, что она не будет паниковать, потому что она уже лучше знает, как она выглядит. И в конце концов они сфотографировались вместе. Когда все смотрят на телефон Миядзаки, подойдите к студенту, стоящему рядом как белый пар.
у которого очень зловещее лицо. От этого всем становится довольно холодно, но тут же Миядзаки накладывает на фотографию несколько фильтров и украшений, и она явно выглядит очень милой. Мгновенно Юна берет Миядзаки за руку и пишет ему на ладони спасибо в знак привязанности к тому, что она только что сделала. И поэтому, несмотря на то, что она не может ее видеть, у студентки появляется новый друг, особенный, с которым она собирается поделиться своей жизнью с сегодняшнего дня. Когда Эль Прата и проходящая мимо Юна возвращаются домой в тот вечер, они встречают Нонка, который только что вышел из ванны, чтобы расслабиться и отдохнуть. Вскоре также появляется женщина по имени Руи, которая является главным редактором компании, в которой работает Нонка. Оказывается, она рисовальщик манги и сильно опаздывает с последним проектом, который она должна выполнить, для которого она просит помощи у Руи и Прата, которые должны быть готовы к следующему дню в 7 утра. Поэтому они оба начинают помогать Нонка с его мангой, и оказывается, что Прата действительно хорош в рисовании, поскольку однажды им овладел художник-карикатурист. И таким образом он позволяет Нонка сосредоточиться на своей части работы. Там Прата обнаруживает, что когда НКО трезвая, она действительно трудолюбивый человек и сосредоточена на всей своей работе. Но через некоторое время Нонка приходит в ужас от того, что ей приходится иметь дело с подростковыми проблемами, будучи взрослой женщиной, и ей трудно справляться с этой ситуацией. Поэтому она просит Прата и Руи помочь ей сделать несколько фотографий, чтобы лучше нарисовать некоторые пикантные сцены. Для этого она никогда не надевает школьную форму, а дает другую Проте и заставляет Руи фотографировать ее со многих ракурсов. Сначала это очень смущает Проту, но когда он понимает, что это из-за работы его одноклассницы, он решает стать серьезным. И он слишком хорошо выполняет все, о чем его никогда не просили, чтобы Руи сфотографировал в очень пикантных позах. Через некоторое время он понимает, что уже полночь, а он почти ничего не продвинул в рукописи, чтобы сделать фотографии. Ночь продолжается, и Руи в конечном итоге засыпает в ожидании рукописи, пока он работает, а они никогда не работают. В этот момент Прота замечает, что она за всю ночь не выпила ни капли алкоголя, и спрашивает ее, является ли эта работа ее страстью. На что она отвечает о том, что он все еще задается этим вопросом. После этого она рассказывает ему, что сначала она была охотницей на демонов, но поскольку Сахири была тяжело ранена одним из них, она бросила его. Затем она занялась несколькими работами, но ни одна из них не устраивала ее, пока она не решила посвятить себя манге. Это заставляет ее никогда не думать, что она просто убегает от битвы. Но Прота успокаивает ее, говоря, что она прекрасно справится с охотой на демонов, если выпьет, так что это не шутка. Трус. Вот так женщина приходит в себя и говорит Проте, что она закончит работу, чтобы он мог немного выпить, а потом принять ванну. На следующее утро Руис выбегает с рукописью, как только достает ее, и не хватает Прота, чтобы я выпил с ней пиво. Она тут же напивается и прижимает Прота к своей груди, чтобы он оттуда не сбежал. Но как раз в этот момент появляются другие жительницы гостиницы, и Сахири неправильно понимает эту ситуацию, поэтому она хочет снова ударить Прота. Несмотря на то, что Юна объясняет ей, что Нанонка сильно пьяна, и он не знает, что делает. Таким образом, Проте в конечном итоге придется помогать Нанонка и после доставки его рукописи в большем количестве случаев. Жизнь в гостинице продолжается довольно долго, пока мы не узнаем, что у Накаи есть маленький секрет. Однажды утром Прота и Юна уходят в школу, и Накаи ждет, пока они уйдут, и быстро надевает школьную форму. Затем спускается по лестнице гостиницы и замечает, что Прота и Юна возвращаются, убегая, потому что они что-то забыли дома. Поэтому, чтобы ее не обнаружили, она манипулирует судьбой Проты и из ниоткуда выглядит как бегущий разъяренный кабан, который набрасывается на мальчика. Но ее удача работает в обоих направлениях, и таким же образом ей удается освободиться от Проты. Ей не повезло наступить собаке на хвост, и она довольно долго преследует ее, чтобы укусить и причинить ей боль. Вскоре Накаи приходит в школу и там счастливо проводит день со своими подругами, изображая из себя обычную ученицу. По окончании уроков Накаи встречает директора школы по имени Тицутому, и мы узнаем, что они знакомы уже несколько десятилетий. Но у нее всегда есть, он выглядит как 13-летняя девочка, в то время как он постарел как обычный человек. Мужчина говорит ей, что он рад снова ее видеть, и что он не представляет, что я в конечном итоге стану учеником его школы. Но что он уважает то, что она хочет жить как человек и ходить в класс как девочка того возраста, в котором она выглядит. Потом Накаи гуляет со своими подругами, пока они едят сладости, но сталкиваются с проблемой. Перед ними появляется пара парней постарше, похожих на бандитов, которые предлагают им пойти с ними в караоке.
Накай вежливо отказывается, но в этот момент один из них становится очень агрессивным и подбрасывает в воздух поднос с едой. Накай мгновенно активирует свою удачу, так что подует ветер, и поднос снова упадет ему в руку, и все на своих местах. Так что когда Накай бросит поднос с едой в воздух, он бросит его на землю. Она бросается, чтобы положить ее на стол, но тут один из членов банды хватает ее за руку и пытается силой увести девушку. Это худшая ошибка, которую мог совершить мальчик, поскольку Накай сразу же навлекает на него несчастье и серьезно угрожает ему. Буквально через несколько секунд появляется Прота и несколькими ударами заставляет двух преступников убежать. К счастью, Накай Прота не узнает ее, и ее подруги благодарят ее за то, что она для них сделала. После этого Прота убегает на работу, и это заставляет Накайди думать, что пора возвращаться в гостиницу. И через несколько часов Прота возвращается домой, и они сразу же находят Накай. И она очень радостно спрашивает его, чем бы она хотела заняться сегодня, благодаря ему, что вы осознали, что есть люди, которых вы считаете удачей, что встретили. Некоторое время спустя у Прота Юны совместное свидание. Это потому, что несколько дней назад они говорили о своем раскаянии. И Накай спросил Юну, не хочет ли она поехать в Юнон-Уолл, место у горячих источников, чтобы хорошо провести время в компании. После этого он подарил ему билет на двоих и предложил пойти с Протой на свидание, так как, возможно, это ему поможет. Поэтому они оба идут в такое большое место, и Юна спрашивает его, действительно ли это свидание. Прота, узнав, что Юна всегда хотела пойти на свидание в этом месте, подтверждает ему, что это их первое совместное свидание. Они сразу идут на стойку регистрации, чтобы показать свое бронирование, хотя это несколько неудобно, так как работница не может видеть Аюну. И не понимает, почему в Проте есть место для двух человек. Ситуация ухудшается, когда он говорит, что если его сопровождают, но другие не могут его видеть. Поэтому он пытается отвлечь внимание и просто просит женщину отвезти его в забронированную комнату. Затем они совершают экскурсию по сайту и видят, что там много всевозможных бассейнов, а Юна ведет Эль Прота в магазин купальников. Она спрашивает, какой из них она хотела бы, чтобы он взял с собой, и Прота выбирает один наугад из-за смущения, что задает ей вопрос. К несчастью, он выбирает самое провокационное и легкое бикини, которое есть в этом настоящем магазине, и Юна надевает его, чтобы доставить ему удовольствие. Однако ему так стыдно, что в итоге он надевает что-нибудь более красивое в соответствии с тем, что ему нравится. В то время как он спрашивает ее, чем занимаются пары на таких свиданиях, и когда Юна отвечает ему, он решает отвезти ее в место, где готовят специальные напитки для пар. И предполагается, что они должны быть вместе. Делитесь ими вместе и все такое. Эта хорошая идея сразу же отпадает, так как все напитки там продаются только для пар и отказываются от Прота. Таким образом, один за другим весь город Юна отбрасывается, поскольку они позволяют участвовать в них только парам. И хотя они явно настоящая пара, потому что их двое, они явно не могут ее увидеть, потому что она призрак. Они оба поднимаются на самый верх, а одна перестает парить, как во сне, чтобы иметь возможность прыгнуть. Однако сила скольжения такова, что верхняя часть плавок отрывается, а затем Прота врезается в нее. И поэтому оба в полном смущении заканчивают спуск с этой горки. Они падают в бассейн, и одна из них заставляет воду прыгать со всех сторон. Когда Прота просыпается, он понимает, что прошло несколько часов, и сотрудники отвели их в отдельную комнату, чтобы он пришел в себя. Поскольку уже почти время отъезда, Юна предлагает ему последнее, что нужно сделать перед уходом, а именно вместе принять ванну с горячими источниками. Али Юна чувствует себя очень комфортно, но Эль Прота, несмотря ни на что, не может быть спокоен. Поэтому она говорит ему, что не нужно так сильно напрягаться, чтобы она смогла вознестись на небеса. А как бы ты хотел вернуться в это место, но с ним немного спокойнее. Тогда против впервые становится грустно при мысли о том, что Юна в какой-то момент уезжает навсегда. В другой раз мы видим человека, очень похожего на Проту, который пытается увести двух девушек, когда его просят сфотографировать его, поскольку это сбивает с толку их намерения. И они думают, что это не так. Они хотят быть их женами, но их останавливает девушка по имени Бора. Она несколько необычна, так как обращается к нему как к своему господину, и ее внешность похожа на молодую женщину с очень короткими белыми волосами и повязкой на одном глазу. Тем временем Прота продолжает свою обычную жизнь и снова бросается в реку Юны, когда она бодрствует, потому что она снова пробралась к нему в постель. И они находятся в очень-очень неловкой ситуации. Когда рассветает, мы видим, что Юна очень подавлена тем, что снова бросила бабушку в воду, а остальные безуспешно пытаются утешить духа. Пока Яя не говорит ей, что она действительно изменилась с тех пор, как появилась бабка. Затем Накай предлагает Аюне принести еще соевого соуса для Прота, пока она завтракает, и она быстро возвращается на кухню и явно улетает. Как только они собираются, Коиу говорит Юне, что пора уходить,
и Прата спрашивает ее, что им нужно делать. Там девушка объясняет ему, что это будет его первое поручение в качестве члена гостиницы, и Юна пойдет с ней. Поэтому Прата желает ему удачи. И две девушки вместе отправляются в путь, чтобы выполнять свои обязанности по дому. По очереди Бора и тот странный мужчина, что был раньше, гуляют по городу после хорошего купания в термальных источниках, когда пересекают их. Этот мужчина сразу видит Юну и влюбляется в нее, поэтому он сразу же представится, если мы узнаем, что ее зовут Рюга Геншира. Сначала они обе подумали, что он пытается поговорить с Кадзюцу, но когда она уходит, он дает понять Юне, что она ему интересна. Это довольно удивляет девушку, так как она не ожидала, что он сможет ее увидеть, и Геншоу говорит ей, что она очень милая и что она собирается встретиться с ним, жениться на ней. Юна сразу смущается и бросает его в реку своими силами, но Геншира любит видеть, насколько она сильна, и он доволен этим. Так что вскоре мы видим, что у этого человека странные чешуйки, и его тело начинает светиться и подниматься из реки. Буквально через мгновение его одежда высыхает, и он возвращается на мост, где был, чтобы спросить Бора, что он думает. Она признает, что Юна обладает огромной духовной силой, и что она была бы хорошим кандидатом на роль его жены, и он берет с нее слово, но вмешивается Кою и говорит ему о том, что Юна обладает огромной духовной силой, и что она была бы хорошим кандидатом на роль его жены. Он не может взять ее с собой, потому что она невеста Прата, и они живут вместе в одной комнате гостиницы. Это кажется совершенно недостойным Геншоу, который воображает, как Прата творит извращение со своей милой Юной. Поэтому он хватает ее на руки, не давая возможности освободиться, поскольку у него явно есть силы, и он готовится вернуться в свой замок. Кадзюцу пытается спасти свою подругу, бросая волшебный клинок в Геншоу, но тут же Аборо разрезает ее пополам. Аджуна понимает, что Кадзюцу находится в серьезной опасности и просит Аборо остановиться и отпустить ее в обмен на то, что она уйдет с ними. Благодаря этому Кадзюцу освобождается от атаки Абона, но перед уходом она предупреждает девушку, что у Прата нет шансов против своего господа, потому что он бог черного дракона, божественный дух воробья. После этого они отправляются в замок Гендзира, в странное место, где Кою выполняет просьбу Юны выполнить ее задание. Поэтому Прата и Сахири находят ее несколько часов спустя на улице с сумкой, когда она плачет из-за того, что произошло. Когда Каюзу рассказывает Проте о том, что произошло, она готовится отправиться на поиски Юны и Синама, несмотря на предупреждение Сахири, который пытается заставить Проту и Каюзу бежать. Поймите, насколько опасен этот парень. Однако Сахири сразу же обнаруживает, что ее истинное намерение – пойти с ними спасать свою подругу Юну, и направляется к воробью. Тем временем Кенсиро пытается примерить на Юну все виды постыдной одежды, пока его не останавливает Аборо, поскольку он считает, что долг Юны сейчас спасти ее. Изучите великую книгу, чтобы стать женой божественного духа. Сейчас Юна скажет ему, что не собирается выходить замуж за Геншира. Перед этим Бор спрашивает тебя о Протоне. Она отвечает ему, что у них нет отношений как таковых, и на самом деле объясняет ему, что обычно бросает его в реку, и, возможно, это доставляет ему неудобства. Поэтому Аборо заставляет его задуматься, не лучше ли ему остаться там с ними ради Прота. Некоторое время спустя Прата прибывает вместе с Сагири Коюсу в Чинама, но они находятся в своего рода тупике. Путь преграждает куча камней, и Прата думает, что они ошиблись. Однако Сахири удается раскрыть то, что находится позади, и появляется путь в огромную пещеру, где ниндзя объясняет им, что она находится в замке Рюга. Оказавшись там, они понимают, что повсюду много демонов и охранников, поэтому они разрабатывают план спасения Юны. В этот момент Сахири надевает свой специальный костюм ниндзя, чтобы вместо этого наносить урон, и, прижав охранника, штурмует крышу замка. Тем временем Прата приближается к центральным воротам, чтобы отвлечь остальных, и начинает громко оскорблять Геншира. Вскоре после этого охранники ловят его и приводят к богу драконов, который говорит, что заставит его заплатить за ненадлежащее обращение с Юной. Прата, чтобы отвлечь бога драконов, заставляет его поверить, что он совершил много неприличных поступков с Юной, поскольку это, кажется, его очень интересует и злит его в равной степени и в равной степени. Это заставляет их интерес к Проута расти все больше и больше. Пользуясь возможностью отвлечься, Сахири добирается до комнаты, где находится Юна, которая уже заметила присутствие Прота в замке. Однажды Аджика Юсу прыгает на руки Юне в своей миниатюрной форме, и Сахири объясняет ей, что, несмотря на опасность, он хотел пойти за ней. Внезапно появляется Ву и сильно бьет Сахири по спине, но ее костюм поглощает повреждения и начинает разрушаться. Служанка Геншира понимает, что все это было планом отвлечь ее господина, пока они похищали Юну. Юна быстро помогает Каюзу сбежать оттуда, и ей удается спастись, в то время как Сахири страдает от гнева Аборо.
Со своей стороны Прата продолжает развлекаться с Гандзиро, пока Аборо не появляется вместе с захваченной Сахири в почти расстегнутом костюме. Горничная сообщает ему, что девочка-енот сбежала и находится на свободе, хотя ее уже ищут. А затем говорит своему хозяину, что Сахири также обладает великой духовной силой, поэтому, возможно, она заинтересует его как жена. Чтобы спасти своих друзей, Юна решает пожертвовать собой и говорит Геншируде, что сделает все, что он захочет, и отпускает их. Но Прата понимает, что она плачет во время разговора и решает раз и навсегда сразиться с богом драконов. В этот момент Прата говорит Генширу то, что ему больше всего не нравится слышать, а именно то, что он совершил что-то столь же неприличное, как купание с Юной. Это выводит бога дракона из себя, и он решает покончить с Протатой одним ударом, который отправляет его прямо в потолок пещеры. Ударившись о него, Проте удается освободиться от досок, которые удерживали его в руках, и он падает прямо на пол замка. Тут же Юна кричит, беспокоясь за него, и Сахири говорит ему, что это невозможно, что он пережил это. Но внезапно Прата встает, как ни в чем не бывало, и предупреждает Геншоу, что если он не отпустит их, он заберет их силой. Поскольку мужчина не желает этого, он просто продолжает фантазировать о женитьбе на обеих, и Прата бросается на него и нападает на него. Одним ударом кулака он заставляет его пролететь даже через часть замка, и там молодой человек объясняет, что им овладел призрак человека, который, по его мнению, был его другом. Смехотворно могущественный медиум, который стал настолько сильным, что превзошел своего собственного учителя. В этот момент Аборо вспоминает момент, когда родился Гёнха, и мать этого мальчика попросила его помочь клану Рюга стать намного сильнее. Поскольку Аборо не была его дочерью, древний бог-дракон дал ей жизнь и считает ее частью своей семьи. После этого Аборо просит охранников присмотреть за Генширо, и она бросается в атаку на Прата со своим мечом. Его сила настолько сильна, что даже Боро с трудом уклоняется от атак и попадает в него. Она показывает, что родилась из хвоста древнего дракона, и что это защитный меч, называемый божественным мечом, и именно поэтому она такая сильная. Несмотря на это, Проте удается разрушить землю вокруг него и оттолкнуть его, что заставляет Аборо пересмотреть бой. Но в какой-то момент она понимает, что обнаружила слабое место Прата из того, что она упомянула выше, и позволяет ему нанести ей один из своих ударов, чтобы показать, что под ее одеждой скрывается красивая грудь. Видимо, Эль Прата был единственным, кто не понял, что это женщина, и теперь он вынужден принимать атаки от нее без боя. Итак, Зора готовится нанести удар своим острым мечом, как вдруг он останавливается от удара, сам не зная почему. Оказывается, он никогда не держал меч девушки в руках, как будто это была игрушка, поскольку он использовал свою демоническую силу. Там мы узнаем, что Каюзу удалось сбежать из пещеры, и прямо у входа он столкнулся с бабушкой Инонка. Они нашли свой путь по следам странного поведения Сахири, и теперь были здесь, чтобы помочь. Даже Накаи хотел пойти с ними, но их дарящие удачу и удачу силы в этом случае были бы очень плохой идеей, поскольку драконы контролируют воду и дожди. Так что, используя неудачу в одном, вы создадите проблемы остальным людям в этом районе. В этой ситуации Аборо оказывается в окружении, но она все еще хочет продолжать бороться за свою приверженность клану Рюга. И Прата ясно дает ей понять, что если она хочет продолжать сражаться, он это сделает, но таким образом ничего не добьется. В этот момент Гора приходит к мысли, что возможно он мог бы достичь своей цели другим способом и убедить их подчиниться, но он не знает, позволит ли Кенсиро что-то подобное. На что Прата отвечает ему, что у него на уме стратегия. Аборо ложится рядом со своим хозяином, и когда он просыпается, рассказывает ему историю, совершенно отличную от той, что произошла. Служанка объясняет ему, что его атака уничтожила Прата, и из-за силы, которую он применил, возможно, в этот момент он потерял сознание. О замке он говорит ей, что группа бандитов устроила беспорядки, а затем указывает на Юну и Сахири, которые плывут над ними. Они обе выглядят как два духа в тот момент, и Аборо лжет ему, говоря, что они обе были призраками и теперь собираются подняться. На самом деле это трюк кадзюцу, использующий свою имитационную магию, чтобы заставить Генширо поверить, что они обе собираются подняться в то время. Несмотря ни на что, бог-дракон полностью верит в историю Аборо и плачет из-за потери двух своих будущих жен.
Тем временем на одной из крыш замка Джуна признается Проте, что какая-то часть ее чувствовала, что должна выйти замуж за Геншира. И это из-за того, что она потеряла двух своих будущих жен. Это не перестанет доставлять неприятности Проте. Каждый день, но он отрицает это и подчеркивает, что хочет сделать ее счастливой. Вот они все возвращаются домой, и Накаи очень ласково встречает его у входа в гостиницу. На следующее утро Прота просыпается, прикасаясь к мягкой маленькой груди, которую он не узнает, как у Юны. Когда он открывает глаза, он понимает, что Оборо пробрался в его постель с намерением сделать с ним очень неприличные вещи. Это пугает и Юну, которая не знает, как она туда попала. И тогда Оборо признается против своем истинном намерении. Он в гостинице, чтобы стать сильнее клана Рюга, и для этого он намеревается родить ребенка от кого-то столь же могущественного, как Прота. Таким образом, проблемы Прота снова возрастают. На этот раз с опасным смертоносным оружием, убежденный стать матерью детей. Некоторое время спустя Миядзаки приходит в гостиницу, чтобы провести там день, так как Юна ранее приглашала его на занятия. Прежде чем войти, подумай обо всех легендах о гостинице, о призраках и гигантской кошке, которая бродит там. И пойми, что эти слухи, должно быть, относятся к Аюне и другим обитателям этого места. Когда Миядзаки открывает входную дверь, он обнаруживает, что Прота лежит на полу с Оборо на нем. Это вызывает скандал. Но тут же Прота объясняет ему, что она бросилась на него ниоткуда, потому что хотела прикоснуться к его маленьким частичкам. Скоро они выходят на прием к Адзюцу Юна и Сахири, и девушка спрашивает его, обнимая ее, сможет ли он снова увидеть ее грудь. Несколько смущенный, Миядзаки отвечает ей, что позже она пойдет в туалет с Юной, так что она тоже может пойти с ними. С другой стороны, Сахири, увидев ее, думает, что она одета очень женственно в отличие от нее, и немного расстраивается, увидев это. Затем Прота готовится идти на работу и оставляет девушку одну, так как ей нужно купить себе новую форму. Так что все девушки в гостинице идут в зал, где обычно обедают, и представляются Миядзаки. Они понимают, что знают Нонка по ее работам рисовальщика манги, и она одна из их любимых художниц. По этой причине Нонка приглашает ее позже в свою студию и предлагает провести там ночь с ней, что Миядзаки со стыдом принимает. Чтобы поблагодарить его за гостеприимство, студентка готовит им итальянскую еду, поскольку это ее специальность, и она уже автоматически очарована ею. Таким образом, Сахири понимает, что помимо того, что она красива, она обладает такими хорошими качествами, как умение готовить. И Юна пытается подбодрить ее, рассказывая ей, что она очень красивая. Она также очень милая, и в ней много хорошего. Позже вы все вместе пойдете к горячим источникам и вместе искупаетесь в расслабляющую ванне. Как только Миядзаки входит, он спрашивает Юну, там ли она с ними, так как он не может ее видеть, но в определенный момент вода оказывает странное действие. Остальные говорят им, что если она там, и спрашивают ее, не может ли она ее увидеть, на что она отвечает, что пока вы не можете этого сделать. Разговор идет о том, что все думают, что Миядзаки популярный человек, и даже Юна видела, что с парнем было объявлено. Услышав это, внезапно подходит к Миядзаки и просит у него совета, как заполучить Проту. Это настораживает Миядзаки, который спрашивает, не хочет ли он когда-нибудь с ним встречаться, но Боро говорит ему правду, что он просто хочет, чтобы его сын стал сильнее клана Рюга, и у него нет никаких интересов «люблю Прота». Это очень беспокоит ученика, и он начинает трясти горничную, пытаясь заставить ее понять, что она не должна так себя вести. После туалета три подруги Юна, Миядзаки и Куйосу готовят свои кровати для совместного сна в ту ночь, и снова Юна учит Миядзаки, как правильно спать. Его способности работают, показывая ему, что он может залезть под одеяло и уснуть. Затем он предлагает ей попробовать прикоснуться к ней еще раз, и Миядзаки снова замечает ее гладкую кожу, доходящую до ее груди. После этого Каюзу просит его поговорить об их любовных интересах, но похоже, это то, чем ни одна из них не хочет делиться. Поэтому девушка просит у них совета, чтобы очаровывать мужчин. Поскольку, согласно книгам в комнате Нонка, которые она читала, взрослая и красивая женщина должна иметь у своих ног как минимум одного или двух мужчин. После того, как Каюзу покажет им улучшение, которое она сделала со своей магией, явно имея в виду свою магию трансформации, и она автоматически станет взрослой женщиной. Несмотря на это, она все еще не может спрятать свой хвост и уши, но уже с легкостью делает свое тело намного более взрослым. После этого она пытается заставить Юну и Миядзаки научить ее красиво или дерзко позировать в разных платьях, пока с нее не хватит. Через некоторое время все засыпают, но Миядзаки не может, так как вскоре замечает на ней что-то тяжелое. Пытаясь схватить это, понимает, что это что-то мягкое и нежное, и замечает, что Юна полуобнажена на ней. Спит.
о чем буквально мечтают все мы мужчины. Он очень осторожно отводит ее в сторону и заставляет думать, что на самом деле он спит в комнате Юны и Эльпрота. Так что она наверняка будет делать это и с ним каждую ночь, что его очень смущает. Внезапно открывается дверь, и Прота кажется погруженным в сон, но он не видит ничего, кроме Поста и Акоюсу спящих, потому что Миядзаки прячется. Прота не должен был быть там до следующего утра, поэтому Миядзаки остается под одеялом в тишине, так как это первый раз, когда он спит. Как только она оказывается в комнате парня, и это ее очень нервирует. Затем Прота начинает раздеваться спиной к ним и ложится спать в своей собственной соседней кровати вместе с Миядзаки. В этот момент он уже думает, что лучше всего сказать ему, что он там, чтобы ему дали другое место для сна. Но когда он поворачивается, чтобы поговорить с Протой, он видит, что тот уже заснул, потому что он полностью измотан работой. Вскоре вся ситуация выходит из-под контроля, поскольку Миядзаки пытается встать с постели, а Юна удерживает ее так, что ее одежда сильно расшатывается. Это происходит потому, что Юна крепко спит и принимает Миядзаки за Прота, что ее тоже беспокоит. С минуты на минуту Юна перестает удерживать Миядзаки, и она падает грудью прямо в лицо Проты, что-то, что кажется ей слишком богатым. Белье. Пытаясь отстраниться, хлопает в ладоши в воздухе, думая, что это сама Юна, и при этом снимает нижнее белье от Миядзаки. Это заставляет Каюзу на мгновение проснуться и увидеть такое странное лицо, которое Миядзаки надевает, но она велит ему уснуть. Однако, поскольку Коюсю думает, что ей это снится, он бросается на грудь Миядзаки, и она от испуга садится на Прота. Он быстро пытается заставить ее уснуть, чтобы Прота не думал ничего странного, но он думает, что он мужчина и что он не собирается сопротивляться, так как он не хочет, чтобы она спала. Рядом с ним две девушки практически голые и спящие, хотя Прота далеко не просто их одевает. Потом он входит в Варо и садится на Прота, говоря ему, что сейчас самое подходящее время, чтобы они могли приготовить вкуснятину. Такое отношение очень раздражает Миядзаки, и он собирается вскочить, чтобы что-то сказать, но Прота без раздумий отказывается. Компост и говорит ему, что причина в другом. Ее отказ объясняется не тем, что у нее маленькая грудь или она не человек, а тем, что она хочет сделать что-то подобное с кем-то, кто действительно влюблен, и наоборот. Перед лицом этого Бора он говорит ей, что он действительно чист, и отступает, говоря ей, что в этом случае он заставит ее влюбиться в себя. Это очень успокаивает Миядзаки, поскольку он видит, что Прота не тот человек, которого он всегда боялся, и ему удается уснуть спокойно. На следующее утро все прощаются с Миядзаки и Юной. Они пишут ей в блокноте, что ее всегда будут рады видеть в доме. Ученица пользуется этим моментом, чтобы что-то записать в блокнот Юны, и когда она это читает, ей становится очень стыдно. Оказывается, я написал ей, чтобы она остерегалась так сильно приставать к людям, когда она спит и полуголая. Так как, возможно, однажды Прота не сможет устоять перед этим, она очаровательна и явно слишком воодушевлена. Некоторое время спустя представитель каждого класса объявляет, что скоро они отправятся на пляж, и они договорились с учителями о купальниках. Так что каждый сможет выбрать тот, который ему нравится, и им не придется обязательно надевать школьный купальник. Это радует всех учеников, кроме Сахири, которая не знает, какой тип плавок ей следует надеть в данный момент. Внезапно одноклассница по имени Урара говорит ему, что она, кажется, не определилась, во что она будет одета, и Сахири отвечает, что она просто надела школьный купальник. Но на самом деле это не так. Девушка говорит ему, что таким образом он привлечет к себе много внимания, будучи таким мягким. Поэтому он предлагает ей пройтись по магазинам, чтобы выбрать один из них вместе, и просит ее взять с собой попутчика. Это расстраивает Сахири, так как она не понимает, зачем он им нужен для чего-то подобного, но затем Хара подходит к ней очень близко и шепчет, что ее интересует Прот, потому что он кто-то другой, настолько силен, что может победить бога драконов Шира и хочет сотрудничать с ним по крайней мере. Как только Юна вернулась домой, она рассказывает Проте о прогулке на пляж и желает ему хорошо провести время, но он отвечает, что она тоже может пойти, так как она все еще ходит в плавках, когда у них было совместное свидание в том месте с бассейнами и горячими источниками. Позже Сахири идет к двери Прота и пытается попросить ее пойти с ними посмотреть купальники, но ее смущение так велико, что вместо правды она просто говорит ему, что в магазине одежды на свободе демон. Итак, ты встречаешься с Урарой, и там она представляется как спутница Сахири и его помощник в делах клана ниндзя. Затем Прота спрашивает ее, с каким демоном ей предстоит столкнуться, но Урара отвечает только, что не знает точно. Вскоре она приходит в магазин купальников, и там Урара начинает присматриваться и выбирать из них очень симпатичных,
что вызывает у Проты подозрения очень много. Урара быстро хватает его и шепчет ему на ухо, что они должны вести себя как обычные клиенты, чтобы демон явно проявился. Тем самым заставляя Прота перестать думать, что это обычная покупка, и сосредоточиться на ее поиске. Со своей стороны она редко заставляет Сахири примерять кучу разных плавок, так как сначала она выбрала ужасный. Однако одежда, которую выбирает Урара, становится все более провокационной, и это доставляет неудобства как Проте, так и Сахири. Поэтому она говорит своей подруге в примерочной надеть школьный купальник вместо того, чтобы выбирать один из них. Она все еще думает, что ее тело создано для борьбы, а не для того, чтобы носить красивую одежду, но это очень расстраивает ее подругу. И Урара говорит ей, что если бы она была кем-то с такой грудью, с ее телосложением у нее был бы мужчина, которого она хотела. В этом случае две девушки спотыкаются от прикосновения и падают на пол примерочной, производя много шума. Поэтому переносной занавес думает, что на них нападает демон, и видит очень неловкую ситуацию. Тут же Сахири ругает его за то, что он открыл занавеску, не спросив, и начинает бросать в него нож, чтобы он перестал смотреть. Ближе к вечеру все возвращаются, и Прота спрашивает его, действительно ли рассказ о демоне был ложью, что Сахири явно подтверждает. Он спрашивает его, почему он солгал, поскольку он также сопровождал бы их за покупками без этого оправдания. Урара благодарит Прота за то, что он все это время заботился о Сахири, и говорит ему, что однажды он превратит ее в женщину. Это смущает их обоих, но Урара объясняет ему, что это шутка, и убегает, чтобы увидеться с ними на следующий день. В Проте он спрашивает Сахири, какой купальник она наконец выбрала, но она не хочет ему говорить. На следующий день мы видим, что Сахири надела черный купальник. Прота сказал ей, что он ей очень идет и очень соответствует ее стилю. Ученики садятся в школьный автобус, и имя Ясаки знакомит его с юной, его одноклассницей по имени Сери. Она видит, как парят бумага и карандаш, как и ее подруга, поэтому она считает, что Прота не лгал, когда представился в первый день. Но тут же прибывает пара парней и начинает приставать к ним, приставая к Проте и насмехаясь над его уловками, на что Сери отвечает «я не знаю». Он сажает им кору, а Миядзаки пытается ее успокоить. Тут он понимает, что Прота наслаждается юной, несмотря ни на что. Через несколько часов они прибывают на пляж, и там Урара рассказывает Сахири, что в этом районе уже давно бродит демон. На этот раз речь идет о чем-то реальном, поэтому он предлагает им провести небольшое расследование в дополнение к тому, чтобы хорошо провести время с другими. Прежде всего, Сахири делает несколько растяжек и понимает, что многие парни смотрят на нее, но думают, что это негативно. Затем появляется Миядзаки в желтом купальнике с цветочным принтом и бежит им навстречу. Эта уверенность в себе и яркие цвета ее одежды снова привлекают большое внимание Сахири. Вскоре собирается группа друзей в сопровождении Арары, Сери и Сатоша, которые собираются поиграть в воде. В то утро все они веселились на пляже, играя с поплавками и разбрызгивая воду друг на друга, пока вдруг что-то слизистое не коснулось ног Миядзаки и он не упал. Внезапно из глубины появляется множество странных щупалец. Похоже, демон в форме угря с множеством голов – это то, что бродило по окрестностям, и хотя Сахири удается освободиться от него, другие девушки быстро попадают в плен, а монстр сбрасывает с себя одежду. Быстро Эль Прота просит девушек позаботиться об их плавках, и он ныряет, пока не найдет настоящего монстра. Этот находился на глубине 300 метров ниже уровня моря, что невозможно для любого человека попасть туда. Но Сахири успокаивает группу и говорит ему, что Прота добьется этого именно потому, что это он. Вскоре после этого Прота сталкивается лицом к лицу с демоном под водой и одним ударом кулака выводит его из строя. Девочки видят только гигантский водяной столб, поднимающийся со дна, и после этого все возвращается на круги своя. Ближе к вечеру Миядзаки рассказывает группе парней, что Прота спас ее от демона, который был под водой. Но снова все смеются, и они отвечают, что это был просто кит или какое-то морское животное. От этого Миядзаки очень плохо себя чувствует, поэтому она решает попросить остальных девушек помочь с тем, что она хочет сделать. Там Миядзаки говорит ему, что хочет помочь Проту, и чтобы все сразу поверили, что он настоящий медиум, и для этого у него есть план. Стратегия Миядзаки состоит в том, чтобы Юна предстала перед девушкой, которая сопровождает Проту, сегодняшним испытанием на храбрость, и чтобы все поверили, что она настоящий медиум.
После Сахири и Юрара заканчивают призывать демона своими силами, чтобы Прата победил его. После чего Сери и Миядзаки расскажут эту историю остальным ученикам, чтобы они раз и навсегда поверили Проту. Однако, когда наступает вечер и начинается испытание на доблесть, выясняется, что Прота должен быть партнером Миядзаки, и поэтому они оба должны поверить ему. Двое вместе идут в лес, и она пытается замедлить шаг, чтобы следующая пара догнала их, так как в противном случае план провалился бы. Поэтому она притворяется, что споткнулась и повредила лодыжку. Прата останавливается, чтобы взглянуть на его ногу, а затем несется с Миядзаки на спине, пока он идет по тропинке. В этот момент появляется Юне Миядзаки. Они видят ее в этот момент как какой-то призрачный пар, поэтому она очень напугана. Там Прата спрашивает ее, что они делают в этом месте, и Джуна лжет ему, говоря, что она заблудилась и что она боялась призраков. Внезапно пара учеников проходит мимо них, как ни в чем не бывало, и продолжают идти, не обращая внимания на Джуна. В свою очередь в этот момент Урара вызывает большого демона Белого Волка, чтобы испытать Прота, игнорируя план Миядзаки, но Сахири бросается на его спутницу, чтобы остановить его. Не позволяйте своему демону причинить вред кому-либо еще, и в конечном итоге он явно падает на Прота. Эта ситуация действительно постыдна, и Сахири избивает Прота до тех пор, пока они не услышат несколько криков возле леса. И мы не увидим, как двое предыдущих мальчиков столкнулись лицом к лицу с густым туманом, из которого выходит огромное чудовище. Густой темный туман. Оказывается, эти ребята довольно долго бродили по лесу и были расстроены тем, как повезло Эль Проте, поскольку они тоже хотели, чтобы Миядзаки был их спутником, несмотря на то, что не верили их рассказам о духах и тому подобном. Во время этого разговора один из мальчиков отколол большой камень, который лежал на дороге, и этот камень упал с одного из них на землю. Его напарник предупредил его, что так поступать нехорошо, но другой подумал, что это просто глупый камень. В этот момент из камня вырвался странный пар, и именно тогда появляется демон с гигантским ртом на груди. Этот благодарит их за то, что они освободили его от сна, но говорит им, что в знак благодарности он сделает их частью себя и собирается проглотить их. Вдруг мальчики увидят, что Прота полностью засунул свою руку в пасть монстру и что он с ним делает. Этот злой дух насмехается над Протой и благодарит его за то, что он намеренно засунул свою руку ему в рот. Но когда он пытался сломать ему руку, его длинные когти вонзились в горло. Клыки ломаются, пытаясь добраться до Прота. Это пугает демона и заставляет других осознать великую силу Прота, но он не собирается сражаться в этом случае. Вместо этого Прота спрашивает его, запечатан ли он в том камне, который сбили мальчики, и извиняется за то, что разбудил его. Он также просит учеников сделать то же самое, и двое мальчиков немедленно опускаются на колени, чтобы попросить прощения у дьявола. Этот такой смелый и благородный поступок заставляет монстра успокоиться, и он говорит Проте, что скорее снова будет запечатан, чем сразиться с ним. Поэтому между тремя мальчиками он кладет камень обратно на место, и монстр возвращается в свой сон внутри этого. Затем группа Прота вместе возвращается в отель, где они собираются остановиться во время школьной поездки, и Миядзаки признается в своем плане. Прота отвечает ему, что он понимает, что другие ему не поверят, если они даже не смогут видеть духов. Но пока она рядом с ним, ему не нужно, пусть другие нормальные люди поверят ему, потому что этого достаточно. Позже студентки наслаждаются хорошим купанием в горячих источниках, очевидно, все вместе, и на выходе они встречают Сатоши и Эль Прота. Студент предлагает ей пойти позже в свою комнату, чтобы поиграть и хорошо провести время вместе. И хотя поначалу девушек это не очень убедило, увидев, что они не в восторге от этого, они решили пойти в свою комнату, чтобы поиграть и повеселиться вместе. Юна, счастливая тем, что провела время вместе в поездке, решает принять предложение Сатоши. Наступает вечер, девочки ждут Прота и Сатоши, пока они играют в карты, но они сильно опаздывают. Это потому, что учителя следят за проходами, чтобы ни один ученик не нарушил правила. Поэтому пока они ждут, они обсуждают танцы, которые состоятся в этой школьной поездке. И оказывается, что ни у одного из них нет партнера, с которым можно было бы пойти на этот упомянутый бал. Вскоре после этого Прота появляется в окне, неся Сатоши, так как некоторое время назад им также овладел альпинист. Там группа веселится, пока не услышат голос учительницы, и все не спрячутся под одеялами. Забавно то, что и Миядзаки, и Сахи, и Юна прячутся в одной постели с Эль Протой, что делает все это намного более неудобным. Юна, которая находится на нем сверху, очень смущена тем, что убежала прямо к Эль Проте, но думает, что чувствует себя с ним в безопасности. Она все еще не может избавиться от чувства огромного стыда, поэтому пытается оторваться от него, но Прота хватает ее крепче, так как учительница подозревала, что она не в себе. Какой странной формы были одеяла на этой конкретной кровати. Когда я так крепко прижимаю ее к Юне, в комнате становится темно,
и Прота пользуется возможностью сбежать с Сатоши через окно. Когда им удается сбежать, девочки делают вид, что это был целый план, чтобы напугать учительницу, и она остается очень сбитой с толку тем, что произошло. На следующий день утром ученики отправляются в аквариум в рамках поездки, и там Прота занимается с Юной наблюдением за животными. Но вскоре появляются парни с той ночи и спрашивают его, пригласили ли они Миядзаки уже на сегодняшний бал. Прота отвечает ему, что она такого не делала, и это очень радует их обоих, поэтому один из них собирается пригласить ее. Как только они убегают, Юна пытается расспросить Проту о танце той ночи, но в конце концов не решается ему ничего сказать. В тот день, когда стемнеет, все ученики собираются у костра на улице и танцуют вокруг нее. Скоро наступит время для танцев щека к щеке, и по мегафону слышно, как все пары идут в центр танцевать. Видеть, как все танцуют, возбуждает Юну, и Сагири говорит ей, что ей было бы лучше принять участие, но она говорит, дай ей просто посмотреть. Однако Прота понял ее истинные намерения и просит ее пойти с ним. Вскоре после этого они видят, как все ученики видят, как Прота танцует один у костра, но другие девушки рады видеть, как Юна танцует, держась за Прота. Тем временем Юна просит Прота остановиться, так как его репутация резко упадет из-за того, что он, кажется, танцует в одиночестве как сумасшедший. На что он отвечает, что он может ее видеть, и это то, что его волнует. И поэтому вы оба продолжаете счастливо танцевать остаток ночи вместе. Скоро лето, и у нас выпускные экзамены. Поэтому Сагири, Яя и Прота усердно учатся вместе, хотя его прерывает Аборо, который делает вид, что он продолжает учиться, пока она трется о него грудью, как бабушка. Как обычно. С другой стороны, Юна готовит специальную еду для троих, которых она изучает под руководством Накая, хотя она тоже должна учиться. В этот момент Абора приходит к Кадзюцу, чтобы спросить, знает ли она какое-нибудь приворотное зелье, или есть ли у нее какие-нибудь заклинания, которые можно использовать в Прота. Поэтому маленькая девочка предлагает ему зелье, которое он должен залить едой или любым напитком. И поэтому, выпив его, он влюбится в первого встречного, пусть только попробует что-нибудь еще. Пока это происходит в Акае, он бежит тайком учиться к Нонка и приставает к ученикам в главном зале. Она внезапно появляется в чрезвычайно смелом купальнике и начинает очень возбуждающе есть мороженое на глазах у всех, но в конце концов Сахири приказывает ему сесть и уйти. «Иди, потому что это отвлекает их от учебы». По дороге он никогда не встречает Абору и крадет одну из его тарелок с едой, которую он дал Юне, чтобы отнести ученикам. Однако она дает ему понять, что они предназначены только для Сагири, Ии и бабушки. Прота, поэтому Нона немедленно возвращает тарелку. Когда он приходит в комнату Бороса, он понимает, что Нона перепутал тарелки и больше не знает, в какой из них настоящее любовное зелье. Точно так же она ставит каждому по тарелке и надеется увидеть эффект, но похоже ничего не происходит, и она уходит оттуда. Вскоре после этого Прота направляется к Сагири и видит, что она какая-то странная, с несколько красным лицом и сияющим взглядом. Юная ниндзя просит его помочь с учебой, но как только он подходит, она чувствует, что не может перестать думать о нем и пугается. Тут она вспоминает, как Урара спрашивал ее о своих чувствах к Проту и пытался убедить ее, что, возможно, в будущем она влюбится в него. И от этого ей становится еще хуже, и она не перестает думать о Проте и о том, как хорошо он, как ни странно, выглядит в тот день. И ты видишь, что у твоей спутницы уже совершенно красное лицо, и она не перестает делать странные вещи, так что проверь, нет ли у нее температуры на руке. Это окончательно смущает Сахири, и он бросает Проту на землю движением, похожим на боевое искусство. Внезапно Прота оказывается на земле, а Сахири нависает над ним, угрожая ему клинком, и спрашивает его, что происходит. В этот момент, под действием любовного зелья, Сагири спрашивает Проту, видит ли он ее женственной и милой или нет, поскольку он не может понять, что происходит. Продолжать, не зная об этом. После этого Сагири пытается показать ему, что в ее теле есть очень женские части, и показывает ему грудь, но Прота говорит «я не знаю». Она старается не смотреть и отвечает ему, что она очень милая девушка с его точки зрения. Сагири в этом ответе крепко обнимает его, прижимая к груди. Хотя как раз в этот момент в дверь заглядывают Юна и Абона, и она объясняет ему, что все дело в любовном зелье. Чтобы еще больше успокоить Юну, Абора объясняет ей, что действие не займет много времени, и как раз тогда Сахири приходит в себя. Следующее, что мы видим, Яя заканчивает учебу и ничего не слышала, потому что бабушка была полностью сосредоточена. Так что позже они приходят навестить ее и поздравить Нонка и Накаи, в то время как остальные пытаются успокоить Сагири у Прота. Они уже 4-й раз закрываются, смущенные тем, что произошло, и не могут заставить ее выйти,
но мы также обнаруживаем, что благодаря Бору эта позиция не работает, если на низовом уровне у одного человека нет никакого интереса к другому. С наступлением праздников некоторые девушки в гостинице решают отправиться в путешествие или ненадолго вернуться домой. Поэтому на какое-то время они останутся одни в доме НКО Боро, Юны и Эль Прата. Как только остальные девушки уйдут на пенсию, звонит телефон Нонка, и ей звонят по важному делу. Ее работа. Она снова просит других помочь закончить ее рукопись, а взамен приглашает их в очень-очень особенное место. Поэтому, помогая ей с ее работой, Нонка отвозит его в свой загородный дом на самом берегу моря, чтобы провести там некоторое время. Пока Абора надевает плавки, никогда не объясняет ему, что там существует какая-то романтическая легенда о мысе или что-то в этом роде, а затем никогда не просит Прота остановиться. Я намазываю ей спину кремом для загара, и она в конечном итоге соглашается, но чтобы досадить ему, она никогда не издает стонов и странных звуков, пока он прикасается к ней. Потом настала очередь Абору, который тоже просит об этом. Как только они обе будут готовы, Нанонка говорит Проте, что Юна, похоже, тоже хочет, чтобы я нанесла ей загар. И в этом он спрашивает, не кажется ли Юне, что она может получить ожог, когда укрепит свое тело, чтобы она могла играть в воде и тому подобное. Поэтому Прота гладит его по спине, чтобы объяснить загар, и снова Нонка начинает издавать очень странные звуки. Это заставляет Проту нервничать и заставляет его руки скользить по телу Юны из-за жидкости, из-за которой она оказывается на его заднице. Юна немедленно отправляет его в полет, и пока он летит по воздуху, Прота видит неподалеку мыс, и это призрак девушки. Когда он возвращается в дом, Прота рассказывает остальным о том, что он видел, и Нока понимает, что легенда была правдивой, и он рассказывает остальным, что, по-видимому, давным-давно девушка страдала из-за того, что ее заставили выйти замуж за того, кого она не любила. Эта девушка была влюблена в кого-то другого и сбежала с ним, чтобы встретиться позже на вершине мыса. Однако мальчик так и не приехал, потому что он попал в автомобильную аварию недалеко от этого места и погиб на месте. Девушка, полная печали, пыталась встретиться с ним, спрыгнув с мыса, но ее призрак оставался там, не имея возможности двигаться в течение многих лет. Тут Прота понимает, что эта девушка сожалеет, должно быть, о том, что не может воссоединиться со своим возлюбленным. Юна, услышав эту историю, плачет, думая о том, как ей должно быть грустно, и Прота говорит ей помочь им воссоединиться, чтобы они могли подняться. На следующий день Юна и Прота идут на мыс и разговаривают с призраком девушки по имени Ами, которая давно не разговаривала с ними. Никто. В этом месте она рассказывает им свою историю и указывает на обочину дороги, где они видят призрак ее парня по имени Ясухиза. Похоже, она не может сдвинуться с этого мыса, потому что она не так давно была призраком, как Юна. На самом деле она сама говорит, что если бы она могла улететь и выбраться оттуда, она бы встретилась с Ясухизой и куда-нибудь уехала. Поэтому Прота Юна собирается навестить мальчика, чтобы посмотреть, что они могут сделать, и обнаруживают, что он не хочет ехать на мыс из-за страха. Оказывается, легенда о Нонка была несколько неверна, и случилось то, что он попал в аварию на мотоцикле и упал в воду, чтобы спасти свою жизнь. Спасая его, Эми бросилась в море, и из-за этого они оба погибли, поэтому он считает, что это его вина, что его девушка погибла. Несмотря на все попытки Эль Прота убедить его, он не может заставить Ясу и Я отправиться на мыс, чтобы встретиться сами. И предупреждает его, что если они продолжат оставаться там в ловушке, они в конечном итоге превратятся в злых духов. Итак, Прота и Юна отправляются обратно на мыс, и там он говорит Юне, что, возможно, ему не следует вмешиваться во что-то подобное. Но она расстраивается и говорит Проте, что эти два призрака одиноки, и никто их не видит и не разговаривает с ними. По словам Юны, им нужен толчок, чтобы они могли решить свою проблему, иначе они останутся такими навсегда. Это полностью компенсирует Проте, и он придумывает новый план, довольно жестокий, чтобы заставить Юши и Со отправиться на мыс. Они оба возвращаются вместе с призраком мальчика, и Прота говорит ему, что собирается совершить насильственное восхождение на Эми, так как он не хочет ей помогать. После этого он начинает уходить, и мы видим, как Ясуза падает на землю замертво, так как он был напуган, крича на него, чтобы они этого не делали. Молодой призрак продолжает какое-то время очень напуган, не в силах пошевелиться, думая о том, что он не может смотреть своей девушке в глаза после того, что произошло. Но в этот момент напоминает ее прекрасную улыбку, когда они вместе бегали и гонялись друг за другом. Вскоре после этого начинаются искусственные игры, и Прота и Юна подходят к Эми и рассказывают ей, что они пытались все сделать со своим парнем. Несколько разочарованная Эми предполагает, что даже это не помогло ему добраться туда ради нее. Однако Прота улыбается и направляет свой взгляд на деревья, за которыми он явно стоит, давая понять, что Ясуза тоже там.
Эми быстро подлетает к нему и начинает избивать его за то, что заставило его ждать столько лет в одиночестве. Это немного беспокоит Юну и Альпрота, но вскоре они видят, как два призрака обнимаются и начинают светиться. Таким образом, они обещают быть вместе отныне и навсегда, и оба поднимаются, становясь еще одним фейерверком. В то время как Юна замечает ему, что Прота очень рад за них, и он остается думать о том, что она сказала раньше, когда хотела сдаться. По этой причине она просит его рассказать ей кое-что о том, когда она была жива, поскольку прошло уже полгода, а она до сих пор не знает о своем раскаянии. С другой стороны, мы видим, как Бора и Нонка говорят о Проте и силах Юны, которые заставляют ее возвращаться, когда они спят, в гостиницу, но когда она просыпается. Мы видим, как Бор и Нонка говорят, а на следующее утро они возвращаются на то место, где она была до того, как заснула. Учитывая то, что Бор замечает, что из того, что она слышала о своих силах, она, должно быть, была кем-то очень могущественным, когда была жива. Вернувшись с Прота Юной, она рассказывает ему, что ничего не помнит, пока не стала призраком. Первое воспоминание, которое у нее осталось, это проснуться в гостинице в комнате, которую он знает, и там ее нашел Накаи. Юна считает, что Прота, возможно, не верит в ее амнезию, но он убежден, что она не лжет, поскольку другие призраки, с которыми она сталкивалась или с которыми она сталкивалась, это призраки. Они овладели им, просто говоря о своих сожалениях. С другой стороны, Юна никогда ничего не упоминала о своей прошлой жизни и, похоже, не знает, что он держит ее привязанной к гостинице. Она в ответ говорит ему, что знает только, что она очень счастлива, потому что у нее есть все они, так что она не знает, о чем она может пожалеть в своей жизни. В ту ночь Эль Проте приснился странный сон, в котором он мальчик, а множество мужчин, которые кажутся медиумами, окружают духа. Внезапно один из них снимает шлем и наносит мощный удар по духу, заключенному в огне, о котором речь не идет. Больше ничего и не меньше, чем от Юны. Прота быстро бросается на нее, и теперь его взгляд взрослого, изо всех сил пытающегося дотянуться до ее руки. Проснувшись, обнаруживает, что то, к чему он прикасался, было грудью, имея в виду грудь Юны, поэтому она приказывает ему снова улететь в море. Пока Каэль Прота продолжает думать об этом странном сне, и вдруг он видит, как Юна стремительно летит к нему, чтобы взять его за руку, однако он падает прямо в море и начинает тонуть, заставляя думать, что он потерпел неудачу. В этот момент он слышит голос Юны, и они оба держатся за руки под водой, развеивая сомнения Проты. Когда они возвращаются на берег, она признается ему, что сожалеет о проблемах, которые он ей причиняет, но все равно счастлива с ним каждое утро. На ее слова Прота улыбается и начинает плескать водой, чтобы поиграть, на что Юна тоже отвечает взаимностью. Дни идут, и каникулы вот-вот закончатся, когда все девочки вернутся в гостиницу. Там они все вместе принимают ванну в горячем источнике, как обычно, пока не услышат крик Юны, и сразу после этого Прота падает посреди того места, где она купалась. Сакири немедленно вытаскивает его из бассейна пинками, а Прота подползает к Юне как может. Несмотря ни на что, говорит ему, что он тоже рад, что его утро будет таким, улыбаясь, и Юна смотрит на него счастливым и отвечает, что с этого момента он с нетерпением ждет всегда быть рядом с ней. И на этом заканчивается это потрясающее аниме. И если ты дошел до этой части видео, не забудь прокомментировать секретное слово, что это будут вкусные сиськи, так как это было самое главное и в этом аниме. И не забудь оставить свой лайк, нажать кнопку подписки и активировать звонок, что чрезвычайно важно. Кроме того, если они хотят поздравить в одном из видео или хотят порекомендовать мне аниме для подведения итогов в следующем видео, подпишитесь на меня в Instagram. Они будут по ссылке в описании и в комментариях ниже. В комментарии исправлено, так как очень скоро я буду приветствовать всех, кто последует за мной туда. И больше ничего, кроме как сказать им, что ананас Лааса Чеспит.